Ночь в тропическом лесу не бывает тихой. Это какофония из криков цикад, шороха листвы и далекого уханья сов. Но в этом шуме есть пустота, зона абсолютного беззвучия, которая перемещается сквозь подлесок. Она не ломает веток, не приминает траву так, чтобы это было слышно. Это черная пантера. Начнем с разоблачения главного мифа, который веками путал натуралистов и вдохновлял писателей. Черной пантеры как отдельного биологического вида не существует. То, что мы привыкли называть пантерой, это генетическая аномалия, величественный каприз природы, проявившийся у двух разных великих кошек – леопарда в Африке и Азии и ягуара в Южной Америке. Слово «пантера» технически относится ко всему роду пантера, в который входят львы, тигры, леопарды и ягуары. Но когда тьма сгущается и на свет рождается котенок с шерстью цвета антрацита, он становится воплощением легенды. Это не ошибка кода, это адаптация, меланизм, избыток темного пигмента превращает обычного хищника в идеальное орудие ночной войны. Если вы посмотрите на шкуру пантеры под определенным углом при ярком свете, вы увидите призрачные пятна, те самые розетки леопарда или кольца ягуара, скрытые под слоем черного меланина. Она не перестала быть собой. Она просто надела плащ-невидимку. Почему природа оставляет этот признак в популяции? Казалось бы, маскировка – это вопрос выживания, а классический пятнистый узор идеально разбивает силуэт кошки в залитом солнцем лесу. Ответ кроется в аллелях. У леопардов меланизм передается через рецессивный ген. Это значит, что у двух обычных пятнистых родителей может родиться черный котенок, если оба они являются носителями этого скрытого черного билета. У ягуаров все иначе. Там ген меланизма доминантный. Черный ягуар – это генетически более сильная версия, хотя в дикой природе они встречаются реже, чем их золотистые собратья. Биологи заметили интересную закономерность. Популяции черных пантер наиболее плотны в густых, влажных тропических лесах Малайзии и на склонах африканских гор, таких как Кения. Там, где солнечный свет с трудом пробивается сквозь многоярусный купол деревьев, черный цвет – это не проклятие, а эволюционное преимущество. В вечном полумраке джунглей черная кошка становится практически невидимой даже для самого чуткого глаза жертвы. Это чистая математика выживания. Меньше света, больше темных хищников.
Если лев — это сокрушительный молот, то черная пантера — это скальпель. Анатомия этой кошки отточена миллионами лет для одной цели — незаметного сближения и молниеносной развязки. Ее лапы снабжены мягкими подушечками, которые действуют как демпферы, поглощая любой звук шага. Когти — втяжные, сохраняющие остроту бритвы, так как они не тупятся при ходьбе по камням или земле. Но главное оружие пантеры — это ее зрение и слух. Глаза пантеры содержат больше палочек, светочувствительных клеток, чем человеческие, что позволяет ей видеть в темноте в 6 раз лучше нас. Зрачок расширяется, превращаясь в огромное черное зеркало, улавливающее последние фотоны звездного света. Слух пантеры настроен на ультразвуковые частоты. Она слышит, как грызун шуршит в траве за 30 метров и может локализовать источник звука с точностью до градуса. Когда пантера выходит на охоту, она не просто идет, она течет. Ее позвоночник необычайно гибок, что позволяет ей совершать прыжки до 6 метров в длину и 3 метров в высоту. Это атлет, которому нет равных в многоборье. Черная пантера — одиночка. В отличие от львов, живущих прайдами, или гепардов, иногда формирующих коалиции, пантера полагается только на себя. Территория одного самца может охватывать десятки квадратных километров, и он будет яростно защищать ее от конкурентов. Интересно наблюдать за разницей в поведении черных версий леопарда и ягуара. Леопард-пантера — это мастер древолазания. Он затаскивает добычу, весящую вдвое больше него самого, на высоту 5 метров, чтобы спасти обед от гиен и львов. Его жизнь проходит в вертикальной плоскости. Ягуар-пантера — это властелин воды. В бассейне Амазонки черные ягуары чувствуют себя в реках так же уверенно, как и на суше. Они охотятся на кайманов и анаконд, используя свой невероятно мощный укус. У ягуара самые сильные челюсти среди всех кошачьих по отношению к массе тела. Он не просто душит жертву, он способен прокусить череп или панцирь черепахи. Черная тень, скользящая под водой, это, пожалуй, самое пугающее зрелище, которое может предложить дикая природа Южной Америки.
Жизнь маленькой пантеры начинается в глубоком логове. Это может быть расщелина скал, густой кустарник или заброшенная нора крупного животного. Мать-пантера – одна из самых самоотверженных родительниц в мире природы. В течение первых месяцев она ни на шаг не отходит от слепых и беспомощных котят, полагаясь на запасы жира и редкие вылазки за едой. Для черного котенка, родившегося у пятнистой матери, жизнь начинается с урока маскировки. Несмотря на свой цвет, он должен научиться быть незаметным. Мать учит их читать запахи, различать направление ветра и, самое главное, терпению. Охота для пантеры – это 90% ожидания и 10% действия. К 2 годам молодая пантера должна покинуть мать и найти свою территорию. Это самый опасный период. Молодые самцы часто гибнут в стычках со старыми хозяевами земель или попадают в ловушки, расставленные человеком. Те, кто выживают, становятся истинными тенями, осторожными, расчетливыми и почти мифическими. Человек всегда относился к черной пантере с двойственностью. Мы либо обожествляли ее, либо стремились уничтожить то, что нас пугает. В Древнем Египте пантера была связана с культом богини Бастет, олицетворяя защитную ярость и ночную мудрость. Индейцы, майя и ацтеки считали ягуара-пантеру проводником в мир мертвых, существом, способным перемещаться между измерениями. В массовой культуре образ Багиры из книги «Джунглей» Редьярда Киплинга закрепил за пантерой имидж умного, опасного, но благородного существа. Киплинг точно подметил суть – черная, как чернила, но с отметинами, которые видны на свету, как рисунок на муаре. Однако реальность куда суровее литературы. Красота и редкость черной шкуры сделали пантеру мишенью для браконьеров. В колониальную эпоху убийство черной пантеры считалось вершиной охотничьего мастерства, трофеем трофеев. Это привело к тому, что во многих регионах меланисты практически исчезли, оставив после себя лишь легенды в местных деревнях.
Сегодня черная пантера сталкивается с угрозой, против которой бессильны ее когти и зубы. Это исчезновение среды обитания. Леса вырубаются под плантации масличной пальмы в Юго-Восточной Азии и под пастбища в Амазонии. Когда лес фрагментируется, разбивается на мелкие участки, хищнику становится трудно найти пару, не пересекая дороги и человеческие поселения. Ученые используют фотоловушки с инфракрасными датчиками, чтобы следить за популяциями. Эти снимки часто единственное доказательство того, что пантеры все еще бродят среди нас. Важно понимать, сохраняя черную пантеру, мы сохраняем огромные экосистемы. Как высший хищник, она регулирует численность травоядных, предотвращая деградацию лесов. Если исчезнет тень, лес начнет умирать. В 2026 году технологии позволяют нам отслеживать перемещение отдельных особей через спутниковые ошейники. Мы видим, как они адаптируются, как обходят фермы, как пытаются выжить в мире, который становится для них слишком тесным. Пантерас — это индикатор здоровья нашей планеты. Пока в джунглях горит взгляд желтых глаз на черном фоне, у дикой природы есть шанс. Закат в саванне или джунглях — это не просто смена времени суток, это смена власти. Когда солнце уходит за горизонт, мир золотистых кошек засыпает. Наступает время тех, кто сливается с пустотой. Черная пантера — это напоминание о том, что природа бесконечно многогранна. Она учит нас, что даже внутри одного вида может существовать совершенно иная реальность. Она — символ тихой силы. Она не рычит, чтобы заявить о себе. Ей не нужно признание. Ее успех измеряется не страхом окружающих, а ее способностью оставаться невидимой до самого последнего момента. Фильм подходит к концу, но где-то в глубине заповедника, на Гарахоле или в дебрях Пантанала прямо сейчас черная кошка поднимается с ветки дерева. Она подтягивается, выпуская когти, и бесшумно спрыгивает в траву. Мир снова принадлежит ей. Она — совершенная тень, живое воплощение ночи, вечный призрак, который будет преследовать наше воображение, пока существуют последние уголки нетронутой земли.